Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 9 по 15 февраля. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает на следующей неделе, какие вам карты сегодня выпадут, что у вас произойдет. Напомню тем, кто еще не подписан, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео, буду тоже очень и очень признательна. Расклад у нас по дням, то есть на каждый день недели мы достаем по одной карте Козероги, да, с понедельника по воскресенье. По одной карте из каждой колоды и, соответственно, смотрим на те сочетания карт, которые у вас получатся. И вместе с вами последовательно каждую карту разбираем. Я пока что перетасовываю еще вторую дополнительную колоду для уточнений, для разъяснений колода. Возможно, она даст какое-то дополнительное разъяснение к каждому дню. Опять-таки, так как общий расклад, возможно, будет просто как общая энергия, да, общее настроение дня для вас, а от этого уже будет зависеть, как день сложится, допустим. Поэтому посмотрим, да, какие карты выпадут и что из этого можно будет сказать. Итак, Козероги. С 9 по 15 февраля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, карта семерка мечей, карта тайн, секретов каких-то, может быть, хитрости, может быть, каких-то тайных дел. Что-то вы можете в тайне делать, что-то вы можете делать, не говоря окружающим, да, какую-то стратегию выстраивать, какие-то планы свои строить, не рассказывая окружающим или не знакомить их с подробностями, да, своих дальнейших планов. Также здесь может быть ситуация, где вас кто-то может обмануть, то есть нужно быть в целом осторожнее. Да, вы здесь можете какую-то стратегию свою выстраивать касаемо процветания, какого-то улучшения вашей жизни, может быть, каких-то рабочих вопросов, когда вам хочется добиться в чем-то успеха, когда вам хочется, и либо это какая-то личная ситуация, да, жизненная, да, бытовой ситуации, может быть, но вам хочется добиться в ней успеха, и, соответственно, по семерке мечей вы стараетесь это сделать каким-то таким хитрым способом, хитрым путем. Нужно быть осторожнее, в любом случае стараться тоже не использовать каких-то незаконных методов или каких-то нечестных методов и в общении с окружающими, да и на работе тоже. Карта восьмерка жезлов. Следующая карта очень быстрая, очень стремительная. Здесь могут быть какие-то быстрые, стремительные события, касающиеся вашей работы, ваших решительных шагов, касающихся ваших дел, вашей работы или каких-то новых начинаний, которые только в самом начале пути, но вы уверены в результате, и вы делаете все для того, чтобы прийти, собственно, к своей цели. Может быть, вам для этого нужны другие люди, или вам они помогать готовы, говорят об этом, да, о готовности сотрудничать или помогать. И вы также готовы с другими людьми идти сообща и вместе совместно что-то делать для вас важное, да, как совместная цель. Можете находить каких-то новых компаньонов, партнеров по работе здесь также, новых друзей, новых знакомых, которые готовы будут вам помогать. Но в целом у вас здесь прям такой хороший, может быть, прогресс в плане работы. Дальше идет карта туза жезлов, карта желания перемен, желания какие-то реализовать свои возможности. Тут же еще и туз кубков, то есть 2 туза на один день, начинание. Единица — это начало. У вас, кстати, туз кубков еще в выходной день выпадает. То есть начало каких-то эмоциональных, для вас важных перемен, которые будут для вас очень серьезными, которые будут даны вам для того, чтобы вы реализовали себя, да, свою силу на полную катушку, да, свои возможности.
Здесь, может быть, вы что-то делаете, что вас очень радует, что вас вдохновляет, что вселяет надежду на лучшее будущее, да, что-то, что очень большую эмоциональную окраску имеет. Дальше идет карта смерть, это карта Скорпиона. У кого-то может быть что-то связанное с человеком знака Скорпион. И в целом смерть — это трансформация, это серьезные изменения, через которые вы проходите в этот день. И это изменение может касаться двойка кубков, либо вашего ребенка, либо вообще какой-то мысли о детях, рождении детей, возможности завести детей. То есть, да, вот все, что связано с этой детской темой. Также здесь может быть по двойке кубков какие-то важные вещи, касающиеся пары, да, отношений в паре или партнерских отношений, когда что-то кардинально у вас в паре меняется, меняются взгляды, вы меняете свое отношение к чему-то, вы можете отказаться от каких-то былых установок, каких-то своих целей, да, или каких-то взглядов, может быть, на благо своему партнеру, да, то есть как будто бы пойти навстречу своему партнеру, отказаться от своих каких-то убеждений. То есть карта смерти — это поменять что-то, да, пробудиться и начать новый период, потому что вы что-то в себе поменяли, и это коснется ваших взаимоотношений в паре. Какие это отношения, в какой паре? То есть в отношениях с партнером, любимым человеком, или рабочие отношения, или вот именно детей это коснется как-то карта. Дальше карта Верховная Жрица, тоже карта, по сути, тайн секретов, то есть с чего начиналась у вас неделя. И по Верховной Жрице здесь еще есть Принцесса Мечей, то есть воздушный знак, может быть общение с воздушным знаком, это Весы, Близнецы или Водолеи. Здесь могут быть какие-то тайны или секреты, связанные с таким человеком, какие-то тайные разговоры с таким человеком, также как вариант. И по Принцессе Мечей вы можете узнать здесь какую-то новость, которая для вас будет, вот знаете, как чем-то неожиданным, как мечи, да, что-то острое, быстрое, внезапное по Принцессе Мечей. Также вы, пытаясь разузнать что-то, можете найти какую-то интересную для вас информацию или интересную возможность, которую вы раньше не видели, и тут она вдруг вам попадается, как бы выпадает, и вы должны будете действовать решительно и смело здесь. Может быть, опять-таки, не рассказывая окружающим особо о своих действиях. Дальше туз кубков. Карта радостного вот этого начинания в вашей жизни, которое происходит и завершает какой-то период разрушений, стрессов, каких-то страданий, отчаяния. То есть вы понимаете, что тяжелый период остается позади, потому что вот у вас этот туз кубков, который знаменует новое начало. То есть новых для вас событий в жизни, каких-то радостных открытий в вашей жизни, каких-то радостных подарков в вашей жизни, которых вы заслуживаете. И тройка кубков, карта успеха, карта сила, тут же выпадает карта льва, может быть, общение с таким человеком. Но здесь вы чувствуете свою силу, свою мощь, свое влияние. Вы знаете, что вы держите свой успех за хвост, как бы, да, вы не потеряете уже какой-то важной для вас возможности. Вы здесь можете отмечать успешные какие-то события с вашими друзьями, родными и близкими, то есть успех в каких-то делах. Также вы здесь в целом чувствуете, что вас любят. И по карте сила вы чувствуете, что вы можете оказывать влияние на тех людей, которые вокруг вас находятся, друзья это или любимые люди, неважно. Ну, то есть по карте сила у вас очень много здесь и эмоционального подъема от тех событий, которые здесь у вас есть, и вот этой вот духовной силы, которая вас переполняет, от того, что вы понимаете, что вы на все, в принципе, способны, да, все вам удастся, все у вас получится. И уже очень многое на самом деле получилось, я думаю, даже на этой неделе. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю с 9 по 15 февраля для козерогов мы завершаем. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Буду очень-очень признательна вам за такую обратную связь. До скорого!